Это все наше. Алиса лепит. Пластилин пошел на пользу, купленный вчера. Та в ТикТоке. И опять у нас 20 сумок. И вот это все я сама сюда дотащила практически. Что ты? Пластилин? Ну давай лепи здесь, чтобы не лепить в автобусе, хорошо? Утром не успела даже позавтракать. Мы на 4-м этаже жили в Вариаде. И я, представляете, все эти вещи, 10 ходок с 4-го этажа, 8 пролетов по 16 ступенек. У меня спина не разгинается просто. Ты будешь пельмень? Давай. Обожаю грузинскую кухню. У нас сегодня прощальный вечер в Вариаде. Сейчас покушаем, еще может в море один разок залезем и все, домой нужно собирать чемоданы, потому что утром автобус в Тбілісі. Коли тебе у снах нема, я прокидаючись згораю, мовчить у промені струна. И вот сейчас мы на автовокзале ждем наш автобус в Тбилиси. Вон туннель сейчас будем проезжать. Вон, посмотри, вон туннель большой-большой. Из Батуми в Тбилиси 375 километров. И я пока не могу понять, почему по расписанию наш автобус выехал в 12 дня, а в Тбилиси мы будем только в 7 вечера. Что-то очень долго. Наверное, будем где-то стоять по полчаса. Мы в туннеле, да? Мать, буду спать. Я буду спать. Сейчас? Да, сейчас. Пойди. Ну как покажи? Ты усни, я усну. Впервые еду в таком комфорте, как в самолете. Есть стюард, который развозит кофе, чай, воду. Вообще классно. Проехали мой любимый Кабулети. Это море, сосны и бескрайние пляжи. Обязательно хочу сюда вернуться. В другое время, после войны. Тая сидит сзади. Всем спокойно. Их вдвоем садить нельзя, потому что начинают драться, биться. Мама вчера купила Алисе целый набор пластилина. Алиса вчера из него слепила один большой кусок, и его выкинули. И когда я начну лепить из своего, она будет орать, что это ее. Логично. Дети наконец-то уснули, у меня отдых. Устала от криков. Бедный водитель, мы прям за ним сидим. А еще здесь до меня дошло, почему мы будем в дороге аж 7 часов. Строят новую дорогу и множество новых туннелей. Здесь была раньше нетронутая природа, а сейчас грустно смотреть на то, каких масштабов стройку развернули. Отсюда и многочасовая пробка. Недолго мама отдыхала, да, Алис? Поспала, развлекаюсь. А радует одно, в Тбилиси меня встретит, угадайте кто? Те, кто смотрит нас давно, помнят 5 лет назад меня в Грузии. Вадри в шоке от количества моих чемоданов. Сейчас мы это все засунем. Как красный багаж. Давай. Чемодан. Давай, эти, отойди. Алиса! Сидим с Бадрой, вспоминаем, сколько лет мы не виделись. Я говорю, 5 лет точно. Считаю, что Алисе 3 года, а я за 2 года, наверное, до Алисы приезжала. Даже больше, за 3. Эта девушка не теряет меня. Это ты меня не теряешь. В общем, мы не теряемся. Везет нас сейчас со всеми нашими манатками в деревню. В деревню под Тбилиси. Будем жить в сельском доме.
Чипсы тебе? А за что? За то, что вы здесь в автобусе так плохо себя вели, отвратительно. Кричали там за водителем, сидели. Только купи, купи, Я купи. себе возьму одни чипсы с сметаной и зеленью и вторые с сыром. Конечно. А я С зеленью, да? А я ею. Приехали покушать, мы поужинать. Вот Тая спрашивает, что это такое? Это лобио в горшочках. Нет, вилкой, Алиса, вилкой мы сюда не лезем. И это естся вот так. Это фасоль, блюдо из фасоли. Очень-очень вкусно. Я 100 лет его не ела. Она наколола себе. Доця, это так не едят. И мне дай. Вот это правильно есть вот так. Отламываешь эту лепешечку, она очень вкусная, домашняя. И туда, в горшочек. Алиса сказала, что ей печет, но это не так. Ничего не печет. Будешь? Не люблю, говорит. Попробовала, говорит, не люблю. Алиса Бадри любит, подходит, обнимает его. Да? Бадри говорит, у меня мои дети так не ласкаются. Не дает Бадри есть. Алиса. Мы такие голодные сегодня, целый день нормально не ели в этом автобусе одну сухомятку. Желудки болят. А потом мы поехали в торговый центр, нужно же продукты купить. Мой помощник в магазине берет все. Это много. Вытащила. Это зеленые. Меня утомили они в магазине. Утомила меня. Вот такие пробки, и мы здесь уже долго-долго не можем выехать. Вообще. Все. Авария была, поэтому такая пробка большая. Красивый ночной Тбилиси. Дом я сняла за городом в 18 километрах, в деревне Каджори. Хозяйка нас ждет. Очень поздно мы, конечно, сегодня к ней попадем, но ничего поделать с этим не могу. Небольшой обзор дома, конечно же, вам сниму, но, естественно, не сегодня, а уже утром. Хочу отоспаться, отдохнуть. Вот молочко вскипятила детям перед сном. Ну что, мы вчера приехали очень поздно, и такие были уставшие, замотанные, кинули вещи и легли спать. А сейчас я покажу, где мы будем жить в ближайший месяц. Идем. Домик у нас небольшой. Это зал. Шкаф, диван. Диван, кстати, раскладывается. Камин есть. Отсюда мы заходим в туалет-душ. У нас есть стиралка, наконец-то. Я полгода стирала руками. Теперь я уже буду стирать в человеческих условиях. Ванная есть, в принципе, просторная. И сейчас покажу кухню. Это наша кухня, очень просторная. На фотографиях она была меньше. Есть плита, есть шкафчики, мойка, стол. Холодильник обалденный, большой, огромный, и морозильная камера, в общем, продуктов много помещается. Две ребята сказали, придут, поставят сегодня чуть позже. Выходим из кухни, и там наша спальня. Тут сплю я, тут мама с Алисой, гладильная доска, кстати, и тоже еще один шкаф, что очень круто. Шкафов у нас просто очень много. В принципе, дом просторный, как для нас троих. Телевизор. Знаете, какой еще плюс? Тая, расскажи, что у нас по телевизору. У нас по телевизору я еле-еле нашла, как включить YouTube, и там, типа, в поиск нельзя зайти, но можно включить мультики Алисе. Это... Самое главное, что вообще мультики на YouTube включаются в телеке. У нас давно такого не было. Ой, все, Пеппи нашла. А здесь, скажи, ребенка рай. Думаю, где она потерялась, с нами ничего не делает. А она тут игрушек кучу нашла, песочница во дворе. Вот второй этаж, это не наша территория, а наш вход вот здесь, где стоит коляска. Столик, вот стульчики у нас. И вот так.
Ну, я довольна. Тепло сегодня ночью, было хорошо. И еще хозяйка сказала, что вот радиаторы, видите, что их все-таки поставят, и у нас будет отопление, если мы захотим остаться надольше здесь. Тая там уже скачет. Тебя посадить? Ой, скажи, сама залезть не может. Опа! И я с тобой сяду. Давай. Давай, качай. Это гамак для мамы. Мам, я качеля. Качеля, да, это качеля. Мама, где мой бассейн? Бассейна нет у нас. Уже осень пришла, уже бассейн нам не нужен в Тбилиси, да? Мне нужно Нужен? Наша деревня очень маленькая, вообще малюсенькая. Вот остановка над Тбилиси. В 5 минутах ходьбы от дома есть аптека и супермаркет большой. А вот в этом доме с причудливыми узорами еще один магазин. И прямо возле нашего дома тоже еще один маленький магазинчик. Мама нам на двоих купила вот такой вот пластилин. Делите. Стой, давай я посчитаю, сколько штук и поделю. Сначала делим формочки. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, кому-то больше, кому-то Хорошо, меньше. давай мне по три. Какую формочку убираешь? Я себе возьму. Я Давайте я поделю. Я умею делить очень хорошо. разные цвета, блин. Хорошо, давай Посчитай, сколько штук и пополам. так. Стой, я посчитаю. Я вообще в ужасе от этого обучения. Говорит, 14 штук, они напополам не делятся. Я Тая. так и сказала. Ну, конечно. Розовый Не делится, мне, говорит. Этот мне, этот мне, этот тебе. Так, мы с тобой договариваемся. В доме мы не лепим, потому что постели. Понятно? У Алисы тут рабочая зона. Я ей разрешила лепить на столе, чтоб не на диване. Ты будешь в формочку, да? Ой, какая красота. Он очень мягкий. А у меня уже 3 пачки пластилина есть. У нас сегодня будет борщ. Я готовлю борщ впервые за полгода. Представляете? А борщ у меня самый-самый вкусный. Мой муж знает. Еще 15 минут, и вот такая красота, и борщик готов. Сейчас попробую. Горячий очень. Горячего не могу прям. Вкусно? Только горячий очень, но очень вкусный. Спасибо. Пожалуйста. Буду дегустировать грузинское пиво. Алиса тоже пришла борщ кушать. Ты любишь борщ? Да. Точно? Да. А говорила, что не любишь. Уже полюбила? Он горячий. Давай я сейчас остужу тебе и буду дуть, хорошо? И воду дай, обнялся. Воду? Да, и пиво. И скажешь, тебе понравилось или нет? Тая лепит из пластилина вот такие талантливые вещи. Представляете, это очень красиво. Осьминог, жираф, кот, хрюшка, акула. Это весь мой пластилин. Этот я купила еще в Греции, этот мама мне купила по туне, и это еще новый. Это капец, можно сколько всего сделать. А ты Лиз будешь лепить? Покажи маме, что ты лепишь. Кавувоп – это колобок. Тая у нас печет шарлотку. Все вылили на поднос, а оказалось, что духовка не работает. И сейчас у нас будет шарлотка на сковородке. Шарлотку на сковородке я еще такую не делала. Это непонятно, что Это будет у нас запеченные яблоки С в тестом. сладком тесте, И с какао. немного поджаренные на сковороде. А что делать? Мы выходим из положения. Не выкидывать же. Конечно. Сейчас все сделаем. Не знаю, что у нас получится, но что-то будет. Я Бадре говорю, я так не умею. Я сегодня занимаюсь не женским делом. Я вообще этого никогда не делаю. Ну, очень-очень в крайний случай. Лучок. Ася, привет, красавица. Вот видишь, 5 на живем, видишь?
нету ничего кушать, шашлыки жарим. Вообще это должны делать мужчины. Но сегодня вот я. Потому что Бадрик костром занят. А папуля наш еще не приехал. Хочу этот лук одеть нормально. Кот, иди. Кот подошел. Надо будет ему кусочек дать. Да, он думает, что это уже ему готовят. Да. И ты берешь, Алиса. Я беру, Тебе будет горячо. Ушла, потому что горячо. Мама ставит. Сейчас. Я шашлык последний раз такой вот по-домашнему ела зимой, наверное, в Карпатах, в горах. Вместо яблочного пирога получилась вот такая вот масса. Она тоже вкусная, мы ее высыпали какао. У нас получились запеченные яблоки В какао. в сковородке. Он ждет, пока мясо будет готово. Ждет. Так пахнет вкусно-вкусно. Кто-то мне в комментах написал недавно: лег спать, посмотрел твое видео и пошел искать еду в час ночи. Дым, да? Ты уже мясо хочешь? Сейчас уже будет готово скоро. Ты хлебом, да? Папа, посмотри, какой красивый ребенок. Бананы нету. Баблюсь, у меня есть баблюсь. Арбуз? Да. Хорошо, какая ты красивая. Давай спать уже иди. Мам, банан. Нету банана, он в магазине остался. Я не купила. А где нет? Нету. Иди ложись спать. Всем спокойной ночи.